недавно тут какое-то вышло видео, в котором два челика обсуждают зенитки, и, судя по краткому пересказу от ИИ, они льют воду, обсуждают эффективность работы ПВО, что-то там особенности игровых механик, и все это касается только высокого ранга, хотя на самом деле проблема зениток была уже сформулирована давным-давно, и даже есть ролик, в котором это наглядно продемонстрировано, в чем же именно проблема зениток, причем не только высокоранговых, а вообще зениток любого боевого рейтинга и любого ранга. Самая главная и основная проблема. Первое. Респаун зениток. Когда ваш самолет пролетает над картой, или может быть не над картой, а где-нибудь далеко от карты, появляется зенитка, и она такая хуяк, пускает ракету, стреляет самолет, все. Это вторая проблема, точнее она усугубляет первую проблему, то, что у зениток есть вот это время неуязвимости. То есть даже если самолет летит прямо в лоб на зенитку, видит, что эта зенитка только что появилась, начинает в нее стрелять, и он с ней ничего не может сделать. А зенитка, в свою очередь, спокойно по самолету стреляет и его сбивает. При всем при этом есть такой момент, что как бы когда спавнятся самолеты, самолет спавнится на аэродроме. Аэродром, который прикрыт ПВО, там, да, каким-то. Либо же самолет, если спавнится в воздухе, то он может сразу там развернуться, дать ответку, хотя на самом деле у самолетов тоже есть время неуязвимости какой-то там, когда они спавнятся в воздухе. То есть, когда самолет сражается в воздухе, то и у того, и у другого есть шанс как бы быть в зоне риска, есть шанс проатаковать, сразу как бы они вступают в равный бой. А когда самолет против зенитки сражается, то у зенитки получается преимущество, потому что она только появилась, самолет о ней ничего не знает, у нее может быть даже радара не быть, так, кстати говоря, отдельный прикол с зенитками, с ИК-ракетами, потому что, да, это, собственно, третья проблема, но эта проблема, она уже еще с самого там, появления ИК-ракет идет, то, что зенитки, которые с ИК-ракетами, они никак не облучают самолет, и ты даже там вот будь 100 тысяч раз скилловым, но если ты не заметил пуск, то типа в большинстве случаев, если ты там только случайно какой-нибудь не делаешь вираж, да, постоянно не находишься в каком-то вот таком движении, вот этом вот противоракетном, чтобы вот эти азуры в тебя не попадали, но тут есть проблема. Кстати говоря, вот с рисками эта проблема очень хорошо прослеживается. То, что ты не знаешь о том, что по тебе совершили пуск, ты улетаешь даже от танковой карты, разворачиваешься, летишь к танковой карте, снова как бы делаешь боевой заход, и тут в тебя прилетает ИК-ракета от Ириски, при этом все это время эта ЗРК не облучала на тебя, облучала где-нибудь там в моменте один раз, там, до этого еще, не знаю, минуту назад. Вот, и прошло уже столько времени, и в тебя прилетает ракета. Вот как это задоджить? Никак. А у тебя самолет всего, например, 36 ЛТЦ. То есть, вот это основная проблема зениток, то, что они появляются внезапно и неожиданно. Самолет просто не знает о их наличии. Это актуально для всех боевых рейтингов. Точно так же на каком-нибудь там среднем ранге, когда ты летишь на штурмовике, у которого там какие-нибудь подвесы, которые нужно реализовывать с близкого расстояния, и тут появляется внезапно там вербельвинт, условно, да, там много зениток тоже страшных, которые без всяких проблем с близкой дистанции могут самолет сбить, и ты на самолете с этим ничего сделать. Даже если ты увидишь, заметишь, что там появилась зенитка, то где-то нужно время на то, чтобы развернуться, улететь, а пули летят быстро. То же самое и с высокими боевыми рейтингами. Часть вооружений нужно применять там с большой высоты, да, где-то нужно подлетать поближе к карте. Внезапно появилась ЗРК, сразу же начинает пускать ракеты без подготовки, без ничего. Она вот просто появилась, и сразу пошли пуски. А самолету нужно время там, чтобы снизить высоту, начать там откидывать ЛТЦ. Не у всех самолетов есть только ЛТЦ, чтобы уворачиваться от спама там 20 ракет, например, да, которые могут быть выпущены за раз, и там могут выпускаться с каким-то интервалом, вот, и это от карты еще нужно улететь, вот, а зенитка, она просто взяла и появилась. Ну, хорошо, можно было бы сделать, там, не знаю, какой-нибудь эту, обусловить это тем, что ну, просто зенитка стояла где-то там в укрытии, она не была развернута, и вот тут она, хоп, внезапно развернулась, появилась, да, начала принимать участие в действиях, во всех этих развернула свой радар, вот, ну, как бы, наверное, да, и из-за этого нужно как будто бы менять как-то геймплей на этих самолетах, вот. А что касается какого-то там, например, вот этого очков возрождения и эффективности работы и все прочее, это на самом деле все нытье бесконечно, потому что, как показывает практика, и зенитки
Тут от самолетов с хашками 29-ми, с ПРРками, да даже просто свободно падающими бомбами можно их засрать, и ничего с этим не сделают, просто у них для этого нет возможности. Самая лучшая зенитка это самолет, это уже было тоже где-то сказано. Вот. Ну и в то же время самолетом тоже от зениток очень больно, потому что, ну, тут тоже нужны навыки, тоже пилотирование, нельзя просто зайти в игру, как в какую-то аркадку, там кнопки какие-то нажимать, и чтобы у тебя все получалось. Нет, нужно знание какой-то определенной матчасти, да, что вот есть такие зенитки, есть там такие типы ракет, они там что-то облучают, что-то не облучают, но вот исходя из всего этого нужно составлять там определенный план действий, да, по игре, как нужно играть против тех или иных зениток, чтобы под них не подставляться. Вот и в большинстве случаев, конечно же, чем больше как бы боевой рейтинг у нас растет, тем больше увеличивается дистанция, что для зениток, что для самолетов. Зенитки начинают стрелять дальше, самолеты должны летать дальше и использовать вооружение более дальнего радиуса действия. Именно поэтому на топовых самолетах там в основном это какие-нибудь уже начинаются ГНСС бомбы, да, которые летают там по 300 секунд, там с десятки километров. Это те же самые ракеты, которые летают там со скоростью несколько махов, которые там можно пускать тоже с 20 километров. И те же самые ПРР, которые точно так же можно пускать там с каких-нибудь на 10-20 километров. И, кстати говоря, здесь тоже такой возникает своеобразный паритет, что вроде бы и зенитки довольно жесткие, они избивают все эти ПРР и хашки и все вот это вот на свете. Но в то же время, если саму зенитку заспамить этими ракетами, то она тоже с этим ничего сделать не может. Ну и, соответственно, какой у нас итог получается по всем вот этим корректировкам, правилам обеспечения каких-то честных боев. Просто нужно сделать так, чтобы зенитка, которая появляется, она хотя бы пока она неуязвима, она не могла вести огонь. Вот это, пожалуй, самое важное. Короче, это мне это сам, у меня просто ракеты закончились. А, да? Да. Ящиков причем тоже. С ящиком. Чтобы был определенный паритет вот в этом. Чтобы у самолета была возможность свалить куда-нибудь, чтобы у самолета была возможность избежать вот этой вот безвозмездной атаки от зенитки, которая только сразу появилась. Потому что, ну, наверное, если зенитка только сразу появилась, она все равно не сможет сразу начать вести там огонь, да, по целям. Потому что там нужно развернуться, там нужно все настроить, подключить все вот эти вот какие-то там радарчики, да, там навести какие-то свои там установки, развернуть, повернуть. И все это время, то есть все это требует какого-то минимального времени, да? Вроде бы логично.